Мы сейчас находимся в Потсдаме, в замке в Новом дворце, в парке Сан-Уси, который был построен Фридрихом Великим. Сейчас находимся в Королевском парке Сан-Суси, что в переводе с французского означает «без забот». Площадь парка более 300 гектар, и он занесен в ЮНЕСКО. В этой беседке раньше танцевали гости короля, а в другой играли музыканты. Фридрих Великий очень любил музыку и устраивал здесь настоящие музыкальные вечера. Фридрих Великий настолько любил порядок и сильное государство, что однажды решил, немцам срочно нужна картошка. Но была проблема, люди тогда вообще не хотели ее есть. И тогда Фридрих приказал высадить картофельные поля под охраной солдат. Люди начали думать, так, если это охраняют военные, значит там что-то очень ценное. Ночью крестьяне стали воровать картошку сами у короля, и именно этого Фридрих и добивался. По легенде, Фридрих Великий тогда написал в свой дневник: «Если вы хотите, чтобы люди начали что-то ценить, сделайте это недоступным». Самое интересное, спустя сотни лет люди до сих пор приносят картошку на его могилу в Сан-Суси. Фридрих Великий не просто любил музыку, он сам был композитором и очень хорошо играл на флейте. За свою жизнь он написал около 120 сонат для флейты и несколько симфоний. В этих роскошных пристройках раньше жил обслуживающий персонал дворца. А сегодня в этих исторических зданиях находится университет Потсдама. Сам дворец и многие статуи здесь сделаны из песчаника. Это очень красивый, но достаточно мягкий камень, который со временем темнеет от дождя, влаги и воздуха. Поэтому некоторые скульптуры периодически снимают на реставрацию и очищают. И тогда особенно видно разницу. Старый песчаник становится почти черным, а после очистки снова выглядит светлым и теплым. Мы сейчас находимся в Потсдаме, в замке в Новом дворце, в парке Сан-Уси, который был построен Фридрихом Великим и считается одним из самых лучших в Пруссии. Здесь более 200 залов. Ну что ж, пойдемте ознакомливаться.
Гротовый зал. Для его декора использовали 250 тысяч ракушек и панцирей улиток. Комната Тамерлана. Большая картина, на ней заключенный в клетке султан Баязет предстает перед князем Тамерланом. Помещение, стены которого обиты красным шелковым дамастом. Обычно такие комнаты служили гостиными. Взгляните на потолок. Настоящий шедевр позднего рококо. Изначально этот дворец использовался для демонстрации богатства короля. И, конечно, здесь все ощущается, это великолепие, богатство.
Эта комната служила императорской чете спальней. До 19 столетия супруги спали в разных комнатах. Здесь вы видите изображение русской царицы Екатерины II кисти Вергилиуса Эриксона, 1769 год. Когда я увидела эту картину, я сначала вообще не поверила, что это живопись, а не современная фотография высокого качества. Настолько детально прописано платье, ткань, блеск, складки и даже текстура материала. Кажется, что платье буквально настоящее и сейчас начнет двигаться. Именно в такие моменты понимаешь, настолько невероятным было мастерство художников того времени. В этой комнате люди собирались отдохнуть и потанцевать. Специально для изготовления этой комнаты был приглашен архитектор по дереву, и он изготовил пол из палисандра и граба.